Я каждый день благодарю Всевышнего за то, что он мне дает силу на то, чтобы проходить. Я буду идти до тех пор, пока он мне будет говорить: иди, Саня, иди. Потом я буду другое выполнять задание, которое он мне даст. Вы знаете, это нелегко. А скажите мне, что легко тогда? Если вы мне скажете, что легко, и оно приносит успех, я подарю вам все свои пояса. Слава Богу за все. Это мой новый тренировочный лагерь, новый вызов и защита всех поясов, которыми я обладаю. 10 ноября я буду боксировать с Тони Беллью в Манчестере. На кону будут стоять все пояса. Это слишком много, чтобы это пропустить. If you're in the game, then the stroke's the word. Don't take no rhythm, don't take no style. Got a thirst for killing, clap your body. Час по песочку побегать рывками свой плод приносит, естественно, рывки такие туда-сюда. Ну а больше, мне кажется, такой легенький разряд. Выбивай! Я. Это заснял? Сегодня у нас пятница, и сегодня такой день у нас вечером тяжелый, спарринги. Много раундов будет, по много минут с маленьким перерывом. Так что ножки вечером дадут о себе знать. Песочек догонит вечером. Я ограничиваю себя в той еде, которая мне не нужна на данный момент. Это сладкая, соленая, это какая-то, может быть, вкусненькая вода, вкусненькая какая-то еда, которая будет задерживать водичку и которая не будет давать ту силу, которая нужна для тренировки. Исключительно кушаем белок, углеводы, жиры, все то, что нужно конкретно для того, чтобы была сила для выполнения задач, которая стоит передо мной в тренировочном лагере, в тренировках. Могу отвести зрителя, который будет смотреть меня, в мой домик и показать кое-что. Вот этот пояс, это мой любимый цвет, мой любимый пояс, несмотря на то, что ВБО был первым, самым долгожданным, но почему бы не сказать, что это мой самый любимый пояс. WBC сделала этот пояс специально под всемирную боксерскую суперсерию Кубка Мухаммеда Али. Здесь Мухаммед Али, World Boxing Super серия. Расскажу вам до конца. Здесь настоящие бриллианты, изумруды, дорогостоящие камушки. Все настоящее, все дорогое. ВБЦ сделала мне такой вот подарок. Но еще есть один пояс, который дома лежит в сейфе под закрытыми замками. Это организация WBO сделала меня суперчемпионом. И там бриллиантовый пояс, там больше бриллиантов, там больше всяких драгоценных металлов. А этот пояс, который я выиграл у Майриса. Тут моя морда есть. Да вполне офигенные воспоминания. Я выиграл пояс, несмотря на то, что моя подготовка к Майрису была очень, такими прямыми словами сказать,
скомканная, я пару раз заболел, там, отравился. Ну, были некоторые неурядицы, но, слава богу, мы дошли до конца лагеря и поехали в Ригу. Одержали победу. Не такую, как все ожидали. Но мне нужен был этот бой, и я именно хотел его так провести. Не то, что я так хотел провести, просто ну, на тот момент именно такой бой, наверное, и нужен был мне, чтобы я сделал какие-то выводы, работу над ошибками, и чтобы в финале выглядеть совсем по-другому. Что первое приходит в голову? То, что очень атмосфера была сумасшедшая в зале. Люди поддерживали со всех сторон. Самое главное, что при всех вот этих грязных делах, которые происходят сейчас у нас, не было никакого негатива в мою сторону. Абсолютно никакого негатива. Большое количество людей поддерживало меня, как соотечественников, так и тех людей, которые живут там, в Москве и, возможно, там где-то в других городах, потому что до меня подошла компания, когда я шел из раздевалки, там парень один выкрикивал: Саня, Саня, там, мы тебя поздравляем, мы из Омска приехали специально типа на твой бой, тебя поддержать, вот мы там за тебя, можно с тобой сфотографироваться. Я говорю, да, конечно, можно, да, я сфотографировался с ним, они там подписали пару перчаток. Потом мы выезжали из территории Олимпийского, и перед шлагбаумом стояло тоже большое количество машин, люди с украинскими флагами махали. Я говорю, типа, друзья, там, спасибо, там, соотечественники. Он говорит, мы, типа, не твои соотечественники, мы, типа, отсюда, из России. Я говорю, а где вы, типа, флаги взяли? Он говорит, здесь купили, типа, ну, заказали, вот мы просто, ну, типа, тебя поддерживали, за тебя топим. Потом была такая большая фигура моя и Мурата в полный рост. Ну, она там, наверное, не одна была, потому что я знаю, что одну забрал мой дорогой друг Сергей. Забрал ее в Симферополь, а вторая торчала из люка какого-то Мерседеса. И они кричат: Саня, типа, несмотря на то, что ты едешь отдыхать, но ты едешь и с нами. Я говорю, в смысле, типа, посмотри. И я смотрю в окно, а вот этот плакат торчит из люка. И он говорит, ты сегодня будешь с нами. Потом еще один такой же плакат, мои кумовья, друзья, которые меня поддерживали, в Москве приезжали, забрали его с собой. Потом я был, получается, с ними в ресторане. Они поставили меня где-то рядышком возле себя. И я потом еще шел и так, ну, иду после допинга, смотрю, этот стоит типа картонный я, и так смотрю, а у меня на груди поцелуй какой-то, просто женский, красной помадой. И я так говорю, надо быстренько стереть, говорю, потому что Катерина Михайловна, моя жена, может меня за это наказать. Ну, мы пошутили над этим. То, что я делаю, это и, наверное, моя миссия вдохновлять людей на какие-то вещи, помогать людям. Он ведет меня, но я прошу его о сильных плечах, чтобы пройти те тяжбы, которые мне дает жизнь, и испытания, те, которые мне дает Всевышний, с ним, с его помощью. Так что в конце мы узнаем, выполню ли я миссию, которую он на меня возложил. I am phenomenal.
Let's go, champ! It's been fantastic. I've learned so much about not just myself, but how to take boxing as a whole and how to structure a camp. Especially here, you see that there's so much more that goes into a camp than just hitting the bag and sparring, and there's so much more to it that builds you up to all of that I've learned from my time being here, which has been fantastic. I believe Usyk, all my years of boxing, he's probably the most masterful black belt. I call him a black belt when it comes to boxing because he's a hell of a technician. Everything is a counter. He's a real scientist in the ring, so it's been a pleasure. This wasn't my first time boxing, but we spent time in California together. But he's even stepped up to another level mentally with me. So, as always, I'm impressed and I love boxing. Недолго музыка играла, недолго танцевал. Когда ножишки зажимала, Саша терпел и побеждал. Например, если мне тяжело на мешке, я начинаю еще больше бить. Если мне тяжело, когда я бегу, я начинаю еще больше, быстрее бежать. И я разговариваю с тем элементом, как дословно сказать, вот тяжело мне, а я вот с ней разговариваю, с вот этой непонятной субстанцией, которая приходит ко мне, да. Больной, я же говорю, сумасшедший. Надо срочно Андрею Борисовичу звонить. Второй я пришел. Знаете, что он мне говорит? С очками. Просто наглый парень, который много разговаривает. И все. Мне реально хотелось давно с ним побоксировать. Он реально сильный пацан, да, наглый, и с такими получается очень хорошие бои.